Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю восстанавливать свой токарный станок 1А616К. Как видите, у меня уже стоит резцедержка, механизм ее переключается. Но вот незадача, нету болтов. Когда я покупал этот токарный станок, в комплекте почему-то не оказалось болтов для резцедержки. Здесь должны стоять такие болты с прямоугольной шляпкой. Вот в этом видео я и хочу вам показать, как я буду делать эти самые болтики. Этот образец мне достался при покупке школьника токарного станка ТВ4. Вот вместе с ним в комплекте шло два таких болта. То есть у человека они валялись, он мне их отдал просто так в подарок. Я примерил к станку, все точно так же, все подходит. Я уже даже изготовил две заготовки, пробовал, как режется резьба. Честно говоря, долго я подбирал материал, подбирал плашку, то есть та плашка, которая у меня была, оказалось, совершенно не умеет резать резьбу. Была такая плашка с 4 секциями. Но недавно я купил новую плашечку, и все стало прекрасно резать. Тому подтверждение две таких заготовки. Сейчас буду делать 6 точно таких же заготовок, а потом уже фрезеровать квадраты. То есть в этом видео будет и токарка, и фрезеровка. И даже распиливание ножовкой. На токарном работы закончил. Теперь нужно дорезать резьбу. Я сделал заходы, чтобы шло по линии. А то бывает резьба немножко уходит, если самому начинать резать. Вот, ну вот теперь нужно 6 болтов дорезать резьбу. Замечательно. Плашка, по-моему, обкаталась, потому что режет еще лучше, чем в начале. Ну, я где-то 2-3 резьбы нарезал ей уже. Первая была чуть похуже, хотя тоже нормальная. Смазываю обычным маслом, какое было. Хотя салом, я думаю, было бы лучше, но сейчас его нет у меня. Немножко спешу, ребята,
потому что дождик собирается. Хочу дорезать все резьбы. Ну а квадраты уже на следующий день. Хотелось бы, конечно, закончить за день. Поздно приехал. Да и дождик. Не хочется на велосипеде под него попасть. Если б не на велике, я бы не парился. Оп. Так, вторая есть. Отлично. Осталось 4 штучки. Все, дело сделано. Все нормалек. Для следующей операции понадобится поворотный столик. Устанавливаем на фрезерный стол. Выставил столик по заводскому болту. Вот. Теперь буду фрезеровать, ребята. Сначала нужно хорошенечко все затянуть. Так, теперь ставлю на красную меточку. У меня здесь 0 красным. Обозначен один из нолей. И можно фрезеровать. Так, затянул. Включаю и вперед. Одна сторона есть, возвращаю ее назад и проворачиваю на 90 градусов. На моей шкале, у меня здесь 500 делений, нужно на 125 делений провернуть. Тогда будет 90 градусов. И второй проход. Снимаю сразу полностью весь размер. Есть. Все 4 стороны сделаны. Ставлю на 0 и снимаю заготовку. Вернее, это уже не заготовка, а готовая деталь. Вот получился, ребята, такой болт. Я его планировал под вот этот квадрат. Как видите, он сюда очень легко заходит с люфтом. Ну, для чего я это планировал? Чтобы было легко насаживать, не надо было прицеливаться сильно. И планирую сделать с него ключ. Вот они все красавцы. Сейчас я немножко прогоню резьбу, ну, на всякий случай. Потому что болты буду калить, чтобы они потом не драли мне резцедержку. И после этого будем закаливать. Перед закалкой обезжирю болты в ацетоне. Нагрев будет осуществляться с помощью импровизированного самодельного горна. Горном его трудно назвать, но нагревает неплохо.
друзья, болты готовы. Немного обезжирю их в ацетоне. Так. Получились вороненого цвета черные болты. Что нам говорит напильник? Напильник нам говорит о том, что они не тверже напильника, но твердость в сравнении с сырыми здесь повысилась. Все, можно ставить на резцедержку. На этом все, ребята. Всех благодарю за внимание. И всем пока.